Привет! Ты снова на канале IT User Help. Это видео будет о такой вещи, как аппаратно зарезервированная память в операционной системе Windows 7, 10 и выше. Аппаратно зарезервированная память — это такая память, которая резервируется для использования BIOS и драйверов других периферийных устройств. В принципе, с этим нет никаких проблем до тех пор, пока она не сильно большая и не отнимает много памяти у твоей оперативной памяти, потому как эта память именно резервируется от оперативной памяти. В моем случае ты видишь 36 мегабайт, что является довольно маленьким показателем, и это абсолютно норма. У некоторых людей встречается 1 гигабайт, 1,8 гигабайт, у кого-то больше. То есть довольно большая часть оперативной памяти резервируется аппаратно под BIOS и другие периферийные устройства. Тут следует отметить такой момент, что если у тебя ноутбук, то скорее всего это является нормой, так как эта память резервируется для твоего графического адаптера. В том случае, если сам этот графический адаптер не имеет своей памяти, либо ее слишком мало. В этом случае я бы посоветовал узнать у людей, кто имеет такой же ноутбук, например, на форумах, сколько у них зарезервировано. Если у них зарезервировано столько же, сколько у тебя, либо около того, то это в принципе не является проблемой, а является особенностью данной модели ноутбука и графического процессора. В принципе, ты можешь попробовать способами из этого видео уменьшить эту память, но возможно это повлияет на производительность в играх и при просмотре видео. Ну, в принципе, попробовать можно. Если же это не является, большой объем этой памяти не является нормой, и у других людей в такой же модели памяти намного меньше, значит тебе следует попробовать способы из данного видео. Возможно, получится уменьшить эту память. Еще хочется сказать сразу, что возможно проблемой является старый BIOS. То есть если никакие способы более легкие из этого видео не помогут, можно попробовать обновить BIOS. Если на компьютере установлен BIOS устаревшей версии, то большой объем памяти, зарезервированный для BIOS и драйверов, может быть проблемой. Чтобы обновить BIOS на компьютере, посетите веб-сайт производителя компьютера, выберите модель и загрузите обновление BIOS. Как это сделать? Лучше всего узнать именно на сайте производителя конкретной модели, там будет описан процесс обновления BIOS. Но опять-таки, это в том случае, если не помогут более простые способы. Ну а теперь, не теряя времени, давай приступим. Есть несколько способов, которые можно попробовать, которые являются наиболее простыми. Первое. Нажимаем Win-R на твоей клавиатуре и вводим английскими символами в этой строке regedit и нажимаем ОК. Нам нужно запустить эту программу от имени администратора. Нажимаем «Да». Это редактор реестра. Предлагаю, прежде чем вносить какие-то изменения, сделать резервную копию реестра. Для этого мы нажимаем «Файл», «Экспорт», придумываем имя файла для нашего реестра, например, сегодняшнюю дату и нажимаем «Сохранить». Выбираем место еще, куда сохранить какую-нибудь папку. Выбираем, нажимаем «Сохранить». Это может занять немного времени, примерно минуту, в зависимости от скорости процессора и общей производительности компьютера. Ждем. Делаем резервную копию. Это на тот случай, если мы внесем какие-то изменения неправильные в реестр, чтобы можно было потом вернуть реестр в исходное состояние в случае каких-либо проблем. Все, после этого выбираем HK Local Machine,
Нажимаем на этот треугольник, раскрываем. Далее System, раскрываем. Далее Control Set 001, раскрываем. Далее Control. Далее Session Manager, в нем Memory Manager, Management. И далее переходим вправо, нам нужно File Clear Page File at Shutdown. Два раза левая кнопка мыши. У нас, скорее всего, значение будет стоять по умолчанию в 0. Нам нужно стереть, установить 1 и нажать ОК. Я у себя не буду, так как у меня проблем нет. Нажимаем ОК. Все, первый способ. Далее перезагружаем компьютер. Смотрим опять в монитор ресурсов, сколько у нас памяти этой. Изменилась ли наша зарезервированная память? Это был первый способ. Второй способ через конфигурацию системы. Для этого мы нажимаем «Пуск». В поиске нажимаем русскими символами вводим конфигурация, можно одно слово, и из всего списка выбираем конфигурация система, левая кнопка мыши, заходим. Далее нам нужно перейти в пункт загрузка во вкладку, выбрать операционную систему, в которой у нас проблема. Далее дополнительные параметры, и если у нас установлена галочка максимум памяти, ее нужно снять. Нажать ОК. Этот параметр я не рекомендую изменять, так как если вы ошибетесь с числом процессоров в вашем процессоре, то может операционная система лечь и придется заново переустанавливать операционную систему. Здесь нам нужно просто снять галочку в том случае, если она стоит, и нажать ОК. Далее еще раз ОК. Перезагружаем компьютер и смотрим на зарезервированную память. Это был второй способ. И третий способ уже связан с физическими возможными проблемами модулей памяти. То есть нам нужно проверить конкретно плашки модулей памяти, которые вставлены у нас в материнскую плату. Первое, что можно сделать, это поменять, если у вас две платы, поменять местами. То есть полностью выключить компьютер, выключить из сети полностью и поменять местами, если у вас стоит, например, первая и третья, поменять местами. Третью ставить в первую, а первую в третью, и после этого перезагрузить. Либо может помочь еще, если у вас, например, установлена первая и третья, попробуйте первую плашку вытащить из первого гнезда и вставить в четвертую. В общем, в идеале нужно найти информацию по вашей материнской карте и узнать, какой порядок плашек правильно установить. И попробовать разные варианты установки этих самых плашек оперативной памяти. Можно даже попробовать, если у вас две, попробовать с одной, ее в разные поставить места. Если у вас одна, то просто ее поперемещать. Если две, просто менять местами. Но наиболее распространенный вариант, если у вас одна, то попробовать ее по всем поставить и вставить, плотно вставить, чтобы не было, чтобы был хороший контакт. Если две, то скорее всего у вас стояли они в первой и в третьей. Можно их поменять местами, третью в первую, первую в третью. Либо третью оставить на своем месте, первую вставить в четвертую. Ну, либо попробовать какие-то другие варианты перемещения этих плашек. И после каждого перемещения, соответственно, проверять, запускать компьютер и смотреть в этот параметр, зарезервированная память.
Это было 3 способа, надеюсь, какой-то из этих способов вам поможет. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Всем пока!